Здравствуйте, мои дорогие девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца февраля, с 1 по 15 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного, соответственно, у вас произойдет. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, также сообщение. Если посчитаете нужным, я постараюсь вам ответить в ближайшее время. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает представителей знака Дева. Какие карты вам выпадут. Я по одной карте буду доставать и, соответственно, каждую из них разбирать и смотреть, какая картинка у нас общая складывается из всего, что у нас, соответственно, выпадет сегодня из нашей колоды. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у вас получится. Первая карта у вас просто-таки замечательная. Карта десятка кубков. Карта, которая говорит о семейном счастье, о каком-то, знаете, может быть, спокойствии или душевном спокойствии, касающемся вашей семьи. Может быть, у вас есть ощущение, что вы пришли к тому моменту, когда, вот знаете, вы счастливы. Может быть, это какая-то ситуация, да, счастья, связанная с вашим домом или с вашей семьей, с вашими детьми. В целом, какие-то ваши идеалы, которые здесь реализуются. Это не обязательно означает какие-то романтические отношения, да, или брак. Это часто говорит про семью в целом, но также карта десятка кубков — это в целом счастье, да, это счастливое какое-то вот такое завершение для вас. Оно может касаться чего угодно. Хотя здесь опять-таки король кубков выпадает водный знак, может говорить про водного знака человека, может быть, раки, рыбы или скорпионы к этому имеют отношение, либо человек очень какой-то важный в вашей жизни может присутствовать, он эмоциональный, он интуитивный, может быть, очень чувственный, эмпатичный, да, возможно, общение с таким человеком. И опять-таки, возможно, общение с таким человеком у вас происходит здесь, и для вас это общение важное в этот период времени. То есть эта карта, она указывает, это карта короля кубков, она показывает важность также и сохранения эмоциональной открытости в общении с родственниками, в общениях с близкими, для того, чтобы сохранять эмоциональное равновесие. То есть в целом карта достаточно такая хорошая, да. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть. Карта туза пентаклей. Карта на самом деле очень у вас хорошая. И двойка пентаклей. И вот здесь, вот знаете, туз пентаклей как карта важного начинания и, возможно, знаете, начало нового важного пути для вас, возможности чего-то нового в практическом мире, потому что мечи, потому что пентакли, они управляются элементом Земли, то есть это путь, который может изменить вашу жизнь к лучшему, к чему-то более стабильному. Это может быть новая работа с лучшей зарплатой, новая должность там с лучшей зарплатой или новое место жительства, более там качественное, более хорошее. То есть это какие-то пути развития, имеющие практические основы. В целом здесь, может быть, речь идет о каких-то деньгах, которые вы получаете, они дают вам возможность начать что-то заново. То есть у вас здесь в любом случае есть какое-то хорошее начинание, которое дает ощущение уверенности в себе. И тут же есть двойка пентаклей, которая показывает два варианта, выбор, который нужно сделать, и вы стараетесь балансировать между несколькими задачами. То есть вы думаете, это мне делать или нет, или оставить на потом. Стараетесь расставить правильно приоритеты, стараетесь правильно разобраться в том, что для вас важно, что второстепенно. Может быть, вам здесь нужно принять решение какое-то, касающееся финансов. Может быть, финансов, которые отразятся на вашей семье или там на вашем благополучии семейном, на вашем счастье. Здесь же есть еще и рыцарь пентаклей, опять пентаклей, верховная жрица. Возможно, у вас конкретное какое-то предложение поступило. Работа, опять-таки, переезд или смена места жительства. Может быть, даже сочетание нескольких этих моментов. Кто-то мог предлагать вам, да, отношения какие-то строить. И это могло повлиять там на ваше место жительства, там съехаться могли вам предложать. Но тут же есть еще и верховная жрица. То есть какой бы выбор вы ни сделали, он должен быть сбалансирован между вашим внутренним голосом и внешними практическими соображениями. Потому что верховная жрица — это то, что находится вот внутри вас, да, то есть это интуитивное, это подсознательное, это ваше внутреннее чутье, это то, что вы должны прислушаться к этому внутреннему голосу, может быть, к вашим снам, какой-то интуиции, может быть, к человеку, который вам что-то может здесь посоветовать, то есть здесь какие-то такие вещи, и вы должны принять решение, основываясь, соответственно, да, на этих моментах.
но опять-таки сбалансировано, то есть между интуицией и практическим рассуждением также, потому что рыцарь Пентаклей, он такой практичный достаточно. Давайте посмотрим еще, что здесь у вас такая интересная здесь триада получается, да, начало вообще с этими кубками так прекрасно. Карта Шута, карта тройка Пентаклей. Опять-таки, да, туз Пентаклей, тройка Пентаклей, двойка Пентаклей. Шут — путь, по которому нужно двигаться вперед, как будто шагнуть в пропасть, в неизвестность. Возможно, да, для вас это как что-то совершенно новое, необычное. Возможно, вы должны даже рискнуть здесь. Опять-таки, может быть, отправиться в путешествие. Для кого-то из вас это может говорить, правда, про переезд или смену места жительства. Для кого-то здесь, возможно, какое-то обустройство там, в новом коллективе, там, в новом социуме для вас. Какие-то, опять-таки, влияющие на это изменения в вашей жизни. То есть вы делаете такой прыжок в неизвестность, вы шагаете во что-то новое для вас. Может быть, новые отношения, новые, неизвестные для вас отношения с этим королем кубков, который здесь у вас есть. Возможно, вы с ним уже рисуете себе дом с белым заборчиком, да, и собакой, которую вы заведете. Тут же еще и тройка Пентаклей, то есть возможность договариваться, возможность здесь совместно что-то делать. Туз кубков, еще один туз. Возможность этого нового начала, эмоционального нового начала, нового пути, который будет эмоционально насыщенным, приносить будет много удовольствия. Начать этот путь. Здесь также нужно открытым сохранять свое сердце, для того, чтобы давать возможность, собственно, для этого роста, для сотрудничества, для возможности объединения с кем-то, возможности договариваться, планировать будущее ваше совместное, какую-то долгосрочную перспективу. В целом умение смотреть в будущее, да, и обсуждать это ваше будущее, и эту перспективу с тем человеком, с которым вы, возможно, строите отношения или с кем вы здесь работаете, потому что ситуация может касаться самых разных моментов для вас. Смотрите, девы, в целом расклад-то общий. Но да, я думаю, что здесь король кубков символизирует другого человека. И здесь важна для вас эмоциональная уравновешенность. С кем вы будете работать, что вы будете создавать, соответственно, да, может быть, это любовь, отношения, потому что все-таки туз кубков, король кубков — это может быть новые отношения, романтика, возможно, обновление в уже существующих отношениях. Для одиноких это может быть возможность найти такого короля кубков, да, возможность найти такие отношения, то есть начать строить такие отношения. Давайте посмотрим. Тройка кубков. Рыцарь кубков. Здесь прям такой, как на свидание собрался, да, с букетом. С букетом цветов, такой рыцарь кубков. Он действительно может показывать какую-то возможность здесь приглашенными быть на свидание, возможность здесь, да, по рыцарю кубков получать какие-то хорошие сообщения, приятные. Возможно, здесь будет у вас возможность больше общаться с друзьями или там с вашими близкими. Здесь будет много поддержки и ободрения ваших отношений, может быть, новых, да, вашими друзьями или вашей семьей. В целом здесь будет очень много общения. Может быть, вы ходите на свидание, и там есть какие-то варианты, поэтому тройка кубков, как будто бы, да, есть несколько вариантов, вы можете выбирать еще, но какие-то варианты здесь могут присутствовать. Не хочется говорить про любовный треугольник, но вот здесь вот 3 это, да, вот как может быть и любовный треугольник, но хочется верить, что здесь более такое что-то легкое. Ну, даже не знаю, в целом, давайте посмотрим еще карта. Пажа кубков, карта шестерка пентаклей. Ну, паж кубков в целом тоже, да, опять акцент делает на водный знак зодиака, то есть акцент делает на раков, рыб, скорпионов, либо на какие-то, наверное, отношения, наверное, все-таки что-то связанное с любовью, с чувствами, потому что здесь вот ваша открытость отношениям, открытыми быть для дарения подарков или получения чего-то, да, вот здесь. Также возможности отдавать свои чувства, свои эмоции, свое время другим людям, может быть, этому человеку, с которым вы строите отношения. То есть здесь вот такие симбиотические отношения, которые взаимно важные, да, и основаны на взаимном обмене. Такая двусторонняя какая-то открытость, которая здесь присутствует. Достаточно, на самом деле, хорошая здесь у вас карта, да, и, ну, даже не знаю, в целом шестерка пентаклей. Давайте посмотрим еще двойка мечей. Прислушаться к своей интуиции нужно. Ну, в целом карта Солнца — это тепло, это ясность, получение ясности,
возможность разобраться в себе, в своих чувствах, может быть, и добиться успеха на этом пути. В конце концов, ощущение, что здесь все достаточно хорошо, достаточно неплохо. Единственное, что я помню, мой предыдущий расклад на февраль был, по-моему, немножечко, даже, не скажу, что полностью противоположный этому, но он противоречит тому, что мы сейчас здесь получили. Может быть, это разные девы, может быть, просто это разные, может, как-то ситуация поменялась. Но этот расклад мне нравится больше на первую половину февраля, чем то, что я делала на февраль месяц. Так я, по крайней мере, помню для вас, девы. В любом случае, пишите ваши комментарии. Если вам видео понравилось, оставляйте ваши отзывы. Если соответствует вашей ситуации, можете коротко написать, что именно у вас происходит. Итак, на этом я прощаюсь с вами. До скорого!